Всех приветствую, мы в прямом эфире. Минутку даю внимание, чтобы наши зрители присоединились. Вижу, уже первые зрители у нас пошли, поэтому давайте проверим обратную связь. Поставьте пятерочки, как меня слышно. Поставьте десяточки, как меня видно. Жду от вас обратной связи. И пока наши зрители будут писать комментарии в чате, обратную связь, и присоединяться другие зрители, я хотела немножко с вами, Наталья, приветствую вас. Я вижу, что меня хорошо видно. Рада вас приветствовать сегодня вместе со мной. И пока наши зрители еще присоединяются, я бы хотела немножко подискуссировать. Хотя бы один раз в жизни человек задает себе такой вопрос: как достичь успеха в жизни? И суть сводится к тому, чтобы действительно жить настоящей жизнью, нужно держать в одном целом три определенные сферы. Это деньги, здоровье и отношения. И если, предположим, возьмем такую ситуацию, что у вас денег именно хватает только на то, чтобы, от зарплаты до зарплаты. Соответственно, отлично, Наталья. Соответственно, если нехватка денег, то получается у вас идет блокировка одной из самых важных энергий. Впоследствии эта нехватка энергии будет связываться на вашем здоровье и, соответственно, будет ложить отпечаток на отношениях. Если мы, например, возьмем другую ситуацию, что у вас с деньгами все хорошо, но у вас немножко подкошено здоровье. И, естественно, если у вас проблемы со здоровьем, то это говорит о том, что у вас есть какие-то внутренние проблемы, которые нужно решать. Соответственно, если вы их не будете решать, то у вас и начнутся проблемы с финансами, и, соответственно, будет разрушение идти и в отношениях. И вот эти вот все сферы будут разрушать вашу жизнь. Она будет слаживаться, как карточный домик. Поэтому рекомендуют деньги, здоровье и отношения постоянно контролировать, чтобы все было гармонично, чтобы денег у вас было не только именно хватало от зарплаты до зарплаты, а стараться их как-то приумножать, также следить за здоровьем, ну и чтобы в отношениях у вас была гармония. То есть, как говорится, у вас есть три кита, на которых строится ваша жизнь. И вы должны это все удержать в едином месте, скажем так. Ну и я бы сегодня хотела осветить тему нашей встречи. Я ее решила назвать так: «Стань хозяином своей богатой и успешной жизни». И сегодня я бы хотела поговорить с вами о таких вещах. Я бы хотела осветить 9 отличий в мышлении богача и в мышлении бедняка, а также подискуссировать с вами о том, как достигать своих целей, как ставить краткосрочные цели, как ставить цели на более длительный срок. Ну и также раскрыть в сегодняшней встрече законы богатства и денег, ну, без которых в этой жизни Вселенная никак не работает, на которых нужно обратить внимание. А также поделюсь двумя техниками. Это техника «100 желаний» и техника «Мой идеальный день богатой жизни». Поэтому оставайтесь со мной до конца, будет ценно и полезно. И начнем мы с первого вопроса. Так, что здесь нас пишут в чате? Так, и чтобы разобраться с мышлением бедняка и мышлением богача, я решила привести примеры из таких обыденных ситуаций. Например, как в данной ситуации отношением к деньгам и
к успешным людям, как вообще реагируют бедные и реагируют богатые. Значит, люди с мышлением богача по этому вопросу, они вообще считают, что деньги – это инструмент для достижения любых целей. Плюс деньги – это приумножение и реализация комфортной жизни. К богатым людям они считают, что это те люди, у которых можно… Ксения, добрый вечер. И они считают, что у богатых людей можно чему-то поучиться. Вот Ксения нам уже написала вопрос, что нужно сделать, чтобы изменить мышление бедняка на мышление богача. Вот отлично, сейчас освещу и обязательно отвечу на этот вопрос. Что же думают по отношению к деньгам бедные люди? Вообще они считают, что деньги зло, и их всегда не хватает, и заработать их практически честным трудом невозможно. И богатые люди – это те, которые воруют, либо им упало на голову наследство, либо им просто в жизни повезло. Денис нам тоже пишет: здравствуйте. Матвейка мне тоже, наверное, напишет. Я жду тоже от Матвейки сообщения. Так, Денис нам пишет: в чем разница между краткосрочной и долгосрочной целью? Вот какие у меня сегодня оперативные зрители. Я только осветила свой план, и они уже сформировали свои вопросы. Это очень похвально для моих зрителей. Значит, приведем пример второй ситуации. Использование времени. Как богатые люди используют рационально свое время. Богатые люди, они считают, что время – это ценнейший неисполнимый ресурс. Они к нему относятся бережно. Во-первых, они планируют все свои задачи в течение дня. И любую минутку богатые люди используют для приумножения денег, для развития, для чтения книг, для своего личностного роста. Как же относятся к использованию времени бедные люди? А вообще эта категория людей, они считают, что свободное время, оно предназначено для отдыха. И если вдруг получилась свободная минутка, можно посидеть на диване, посмотреть фильм, попить пивасика, и то есть провести время с пользой, пообщаться с друзьями, посплетничать, то есть провести время в свое удовольствие. Ни про какое денежное приумножение они не думают. Как же относятся, две категории людей относятся к самооценке? Вообще у богатых людей здравая и объективная самооценка. Они знают свои плюсы и свои минусы. И если у них наблюдаются такие проблемные места, то они направляют свои шаги для того, чтобы, например, их увеличить, стать лучше. И если, например, богатые люди замечают в себе, что они такие ненастойчивые, там, агрессивные, то есть прописывают свои недостатки, соответственно, они работают над тем, чтобы устранить эти проблемы. Как же думают бедные люди? Как правило, у бедных людей заниженная самооценка. Эти люди, они не верят в себя. Они считают, что все вокруг, например, талантливые люди, и за какое бы дело они ни брались, они не смогут добиться успеха. И у них вообще нету шансов на какой-то либо успех, на богатую жизнь, поэтому они просто сидят и ничего не делают, наблюдают за другими успешными людьми, завидуют им. Если мы приведем ситуацию действия, как будут относиться эти две категории? Во-первых, категория богатых людей, они никогда не отлаживают важные дела на потом. Если они приняли какое-то решение, то, соответственно, они сразу приступают к этим действиям и доводят начатое до конца. Они не отвлекаются на какие-то либо другие моменты. У них есть цель, фокус на этой цели, и они двигаются. Бывают взлеты, бывают падения, но они всегда доходят до конца. Как же в данной ситуации ведут себя бедные люди?
Они вообще всякими способами, правдами и неправдами тянут до последнего. Все время распыляются, скажем так, есть такая имитация бурной деятельности. Вроде бы они что-то и делают, действий много делают, а по факту ничего в жизни не имеют, ничего не достигают. И потом говорят: "Ну, я же вот делала, то делала, ну, у меня не получилось, значит, вот, ну, по жизни мне доля такая". И все, сетуют на судьбу, на государство. Вот если б я родился в другой стране, вот такая позиция у таких людей. Как же относятся это 2 категории людей к образованию? Богатые люди обучаются конкретным практическим навыкам, которые, например, несут определенную пользу. Если они решили открыть себе какой-то бизнес, то они получают знания у определенных людей, проходят тренинги, курсы, они направляют свое развитие, личностный рост в том направлении, в котором они хотят развиваться, в котором они хотят преуспеть. И если они хотят зарабатывать деньги, тогда они, тогда они и соответствующие шаги делают. Как же относятся к образованию бедные люди? Вообще, по логике и сути всей, они получают образование, ну, просто ради галочки, ради корочки. Они могут даже получить то образование, которое им не нравится. Им не нравится эта профессия, но они будут козырять тем, что у меня 15 дипломов, но при этом они зарабатывают $100 в месяц. Но образование у них есть. И, могут также учиться всему подряд, но эти, образования ну, эти знания не приносят им пользы, потому что они не актуальны, они не подходят для их целей. И как же к этой ситуации, вот к окружению, относятся бедные и богатые? Богатые, они предпочитают общаться с успешными людьми. Потому что они хотят быть похожими на ними, они перенимают у них опыт и развиваются, им есть к чему стремиться и равняться. Как же поступают бедные люди? Они непосредственно общаются с такими же людьми по такому уровню, которые столько же зарабатывают, либо общаются с теми людьми, которые гораздо ниже по статусу для того, чтобы самоутвердиться. На фоне этих неудачников, у которых зарплата $100, а у вас $300, вы по сравнению с ними миллионерами. Или, например, если сравниться с каким-то трудягой, который работает в колхозе вообще за $20, так вы вообще миллиардеры, так сказать, на фоне их. И у нас там поступили вопросы, как изменить мышление богача и мышление бедняка. И я вообще хотела бы вам задать такой вопрос. Подсмотрю немножко вопрос. Например, напишите, вот и есть ли у нас сегодня такие люди, вот какая категория у вас мышления? Бедняка, вот как бы вы расценили, исходя из этой информации, как бы вы расценили свое мышление, бедняка или богача? Этого не надо стесняться, потому что наш образ мышления зависит от нашего образа мыслей и наших поступков. Но это не столь критично, это можно легко изменить. Значит, каким образом можно изменить мышление? Как я уже ранее в своих видео и прямых эфирах говорила, что мышление, наши мысли формируют нашу реальность. Я постоянно говорю и не устаю повторять, что то, как вы живете сейчас, это результат ваших мыслей. То, как вы будете жить завтра, это результат ваших сегодняшних мыслей. Следовательно, вам нужно менять образ мыслей, чтобы думать только о хорошем, и, соответственно, менять мышление. Каким образом мы можем изменить мышление? Во-первых, вы должны даже в интернете, Google у нас лучший друг, найти истории успешных людей, которые сейчас уже добились в своей жизни большого состояния, миллионов. И, например, изучить, потому что все же люди
Наталья вот в день зарплаты чувствует себя миллионером. Отлично. Очень жаль, что только в день зарплаты, но надо стремиться. И очень важно, когда вы отслеживаете истории успешных людей. Очень много историй, когда люди были обычными людьми, у них также было мышление бедняка. И они прилаживали какие-то определенные усилия. Они, во-первых, смотрели мотивационное видео, фильмы, читали книги по развитию, по личностному росту, как приумножать деньги, по финансовой грамотности. И, соответственно, они двигались к своим целям, и сейчас они миллиардеры. И когда вы начнете просматривать истории успешных людей, и именно изучать определенные там книги, литературу, вы начнете видеть по-другому. У вас появится вера в то, что вы можете изменить свой образ жизни, вы можете выбрать себе ту жизнь, которую хотите. Поэтому главная вера. И очень важный момент, когда вы будете читать, то, естественно, у вас уже будет меняться мировоззрение, ну и, конечно же, меняться ваши мысли. Вот, поэтому таким образом мы можем менять свое мышление. Напишите в чате вообще, кому понятно, о чем идет речь, чтобы я понимала. Жду от вас в чате сообщений и будем переходить ко второму вопросу. Так, поскольку наши зрители пишут, мы тогда приступим ко второму вопросу. А второй вопрос у нас звучит так: как достигать своих целей, как ставить краткосрочные цели, планировать на год. Ну, я бы хотела, и у нас здесь есть вопрос, вот в чем разница между краткосрочными и долгосрочной целью. Я бы хотела отвечать именно этот вопрос с такого момента. Вот, например, привести такую историю, что представьте, вы стоите на остановке, и к вам ну, подъезжает автобус, вы заходите в автобус, и вам водитель спрашивает, куда вам, ну, ваш маршрут, куда вы направляетесь. Вы говорите водителю, что неважно, везите меня куда-нибудь. Так вот, в вашей жизни происходит, то есть вы едете куда-нибудь, вас жизнь ведет куда-нибудь, и вы имеете в жизни что-нибудь. То есть у вас нету конкретной цели. И если вы хотите достигать любую цель, вам нужно придерживаться определенных шагов. И мне, кстати, вот когда я запускала анонс этого видео, также поступил вопрос. Как определить цель? Какая там цель у нас, наша или чужая? И вот я бы хотела сделать акцент на этом. Бывает так, что человек в жизни ставит, ну, как бы вроде бы цель, а по факту она не его. Люди, они любят, как бы, так сказать, покозырять друг перед другом. У меня есть, например, дом и дача, вернее, у соседа есть дом и дача, и я тоже себе хочу дачу. Хотя мне эта дача не нужна, но я ее куплю, потому что, ну как, у всех есть. Или же, например, знакомые или там друзья купили у вас Mercedes Bentley. А я люблю здоровый образ жизни, и мне комфортно велосипед. Но как я буду ездить на велосипеде, если, ну, как бы окружение будет смеяться надо мной, будут думать, что я неудачник. И я все-таки решаюсь, ну, чтобы не отставать от других людей, купить себе Мерседес. И вот когда вы думаете об этой цели, ну, кажется, Мерседес это круто, но у вас в душе дискомфорт. Но когда вы думаете, что лучше бы ну, о покупке велосипеда, у вас душа ликует, что вы представляете, что вы будете ездить там, ну, на велопробежке там, и вам будет комфортней. Так вот, если вы думаете о своей цели, и у вас нету отклика в душе, то эта цель, навязанная обществом, друзьями, социумом, она не ваша.
Если вы думаете о цели, о какой-то покупке, неважно, о каком-то принятии решения, и чувствуете эйфорию, вам радостно, комфортно, хочется двигаться навстречу этой цели, то, соответственно, это будет ваша цель. И первый шаг. Мы определились, что нужно определиться, цель это ваша или не ваша. Очень важно. Если вы хотите что-то сделать, задайте вопрос. И вы поймете, хорошо, ну, как бы, что вы чувствуете внутри. И вы поймете, если вам, ну, классно, вы хотите двигаться навстречу этой цели, значит, она ваша, личная, ваше желание, не навязанное другим, значит, принимайте действия. Когда вы определились с целью, вам нужно, ну, например, покупка дома. Вы хотите купить дом. Вы как бы задаете себе вопрос, что я чувствую. И если вашей душе радостно, ваш мозг уже начинает решать, какие там будут обои, какой вы там занесете мебель, у вас просто эйфория, вы летаете, вы не можете спать. Тогда, безусловно, эта цель ваша. И очень важно эту цель записать в правильном формате и указать сроки ее достижения. Ну, как уже здесь разница вот есть краткосрочная и долгосрочная цель. В чем разница? Краткосрочная цель – это, например, когда она небольшая по времени. То есть цель, например, вы ставите цель на неделю, может быть, цель на день, на неделю, на месяц. Ну, скажем так, до полгода это будет относиться к категории краткосрочной цели. Если уже там дальше год, 2, 10, 5, то ее можно расценивать как долгосрочная. Соответственно, там нужно использовать другие инструменты. И, если мы возьмем категорию богатых людей, миллионеров и миллиардеров, внимательно послушайте. В чем разница? Напишите в комментариях, в чем разница между миллионером и миллиардером. Напишите, в чем разница, я подожду. У кого какие, идеи по поводу этого есть? Ну, разница, наверное, в денежном эквиваленте и нулях. Вообще, миллиардеры, они всегда свои цели записывают на бумаге. Миллионеры говорят: у меня мозг-компьютер, я все свои цели держу в голове. Так вот, те цели, которые держатся в голове, они работают не все на 100%, а именно цели, которые записаны на бумаге, ну, соответственно, в правильной формулировке, то они реально исполняются. Так вот, на перспективу, если вы хотите быть миллиардером, чтобы у вас в жизни было больше нулей, тогда все свои цели записывайте на бумаге. Например, вернемся к нашей покупке дома. Мы хотим купить дом. Первое – это формируется желание. Ну, я хочу купить дом. Вы должны сформулировать в таком ключе, что этот дом у вас уже есть. И если вы скажете: я покупаю, я хочу купить или я буду покупать, в результате пройдет 20 лет или 40, и вы будете хотеть, будете покупать и планировать купить этот дом. Вы определились, что вам нужен дом. Это ваше желание. Вы его переводите в разряд намерения. Вы формулируете это так: я имею свой собственный дом, можете сказать, в каком городе, например, ну, на улице, там, ну, номер дома вы не укажете, потому что как бы это уже, ну, хотя, конечно, если конкретика есть, можно и так запрограммировать. И тем самым вы даете команду своему подсознанию, что этот дом у вас уже есть. И вы картиночки транслируете, что этот дом у вас есть. Соответственно, ваше подсознание, ну, оно уже понимает, что у вас уже этот дом есть, и оно начинает подстраивать под вас обстоятельства и делать все возможные варианты, чтобы этот дом у вас появился. Бывает, люди так немножко вводят себя в заблуждение, потому что ставят цель
и говорят, что я хочу, и начинают, чтобы купить этот дом, я должна сделать то они подбирают инструменты. Вам не нужно подбирать инструменты, вам нужно просто работать со своим желанием, со Вселенной. Вселенная сама знает, если вы определились с желанием, с целью, если вы дали сроки, Вселенная будет сама находить кратчайшие пути, чтобы к этому времени у ваша цель реализовалась. И еще очень важно, когда вы пишете цели, то ваша жизнь обретает смысл. Она знает, в каком ключе вам двигаться. Если вы хотите купить дом в каком-то другом городе, то уже ваша жизнь направляется на то, чтобы сменить это место жительства. И она знает, в каком ключе вам двигаться. И эти цели вас мотивируют двигаться вперед. Когда вы определились с целью, в настоящем времени я имею, и все, пишите, что вы хотите. Я имею, что уже вы имеете, там, машину, автомобиль, шубу, шумочку и шабачку. И потом вы прописываете себе план действий, то есть, например, что вы будете делать, какие шаги. Также вы можете, если у вас краткосрочная цель, ну там на день это вообще такая мелочь из жизни, скажем так, на месяц вы ставите себе цель, то можете по дням, по неделям расписать, что вы должны сделать. Может быть, вы хотите открыть свой собственный бизнес, у вас не хватает знаний. Соответственно, вы должны тогда пройти, может быть, какие-то тренинги, курсы, может быть, инвестировать куда-то деньги, ну, чтобы какую-то получить определенную информацию. И, ну, вообще к краткосрочным целям можно, например, также отнести вот путешествие, там, покупка каких-то мелких вещей, там, лабутены или сумочка, что-нибудь такое. А долгосрочные уже разница в том, что это идут, как я уже сказала, на год, на 2, на 5, на 10. Например, купить и построить дом. Ну, потому что купить большой дом, ну, вообще дом, это же подразумевается энная сумма денег. Это же не $100, а достаточно много. Поэтому нельзя во что-то, ну, как сказать, нельзя впихнуть невпихуемое. То есть нельзя в стакан воды влить, например, ведро. Поэтому не пытайтесь этого сделать. У каждой цели есть определенный срок. Вот. Напишите в чате, кому вообще полезна информация, о чем я говорю, чтобы я понимала обратную связь. Ну и тогда продолжу, что, во-первых, когда вы формулируете эти цели, они вас мотивируют, заставляют двигать вперед. И если, например, ну, вы по-любому какие-то должны делать шаги. И вот еще хочу сказать такой важный акцент, что когда вы делаете, ставите длительные, вернее, цели, то, как говорят, слон большой, его нужно есть по кусочкам. Если цель большая, ее нужно разбить на маленькие и выполнять движение к большой цели по шагам. И если даже у вас цель на год, вы тогда будете двигаться, например, ну, когда вы уже пройдете полгода пути, то вы поймете, где вы уже далеко находитесь, потому что каждый день вот такой маленький шаг за год уже развернется, например, в такой большой. Поэтому все делаем медленно, и через год вы заметите свой большой результат. Бывает такая категория людей, которые, ну, я сегодня сделаю 10 шагов, а потом неделю не делают. И ладно, я сегодня пропустил, завтра наверстаю. И потом, когда это делается от случая к случаю, здесь и ваш мозг вас саботирует, и в результате вы отстаете то, что могли сделать за год, вы даже не можете осилить и за 5. Поэтому, если у вас есть конкретная цель, подведем итоги, вы определили,
она ваша или не ваша, правильно ее сформулировали, записали ее, указали срок, к какому сроку вы бы хотели, чтобы ваша цель исполнилась. И очень важно, чтобы вот написали эту цель и на обратной стороне этого листочка напишите дату, когда вы сформулировали эту цель. А потом, когда она у вас реализуется, вы уже отметите, через какое время вот вы пришли к этой цели. Но, безусловно, к любой цели можно прийти, нужно соблюдать каждый день определенные шаги. Напишите в чате, есть ли у вас по этому вопросу какие-то дополнительные вопросы. Все ли вам понятно? Напишите «да» или «нет». Так, значится, приступаем мы к следующему вопросу. Как я уже говорила, чтобы достигать цели, я вам рекомендую соблюдать законы, без которых в этой жизни наша Вселенная никак не работает. И первый очень важный факт. Наталья, благодарю вас, что вы со мной на связи. Отлично. Я стараюсь быть максимально полезной своим зрителям. Первый шаг, который вы должны сделать по достижению к своим целям, это работать со своим подсознанием. Потому что подсознание формирует, от подсознания вообще зависит 90-95% вашей жизни. Соответственно, если вас не устраивает в вашей жизни, то это такие установки и программы вы заложили своему подсознанию, а оно воплотило в вашу жизнь. Поэтому обижаться стоит только на себя. Соблюдайте также закон честности. О чем идет речь? Если, к примеру, вы хотите разбогатеть, ну, кого за счет того, что кого-то обманете, там, аферу какую-то сделаете, то поверьте, это у вас не сработает. Должен быть вот этот вот закон честности. Если вы хотите зарабатывать деньги, зарабатывайте их честным трудом. Никогда не обманывайте, потому что вообще жизнь бумеранг. Мы также получаем то, что запускаем. Также соблюдайте закон сильного желания. Если у вас есть желание, ну, вы прям вот должны действительно этого очень желать. Бывает такая категория людей, вот, ну, что-то хочется. Сделал одну попытку, вторую, не получилось, ну и ладно. А когда у вас дикое желание, и вы сделали 99 попыток, а у вас не получилось, но вы все равно не останавливаетесь и идете вперед, вот это вот называется жгучее желание. И уверена, что с сотой попытки у вас будет результат тот, который вы стремитесь, потому что дорогу осилит идущий. Вы можете падать, подниматься, но вы обязательно дойдете до цели, и если будете продолжаться ползти, неважно там каким образом передвигаться, как говорят, если у вас нету сил идти, ползите. Если у вас нету сил ползти, лягте по направлению к своей цели и лежите, и Вселенная сама к вам ее приведет. И также соблюдайте закон упорства. Любая цель, она требует настойчивости и упорства. Что бы вы ни делали, ничто не получается с первого раза. Требуется усилий, настойчивости, терпения. И я говорю, что если вы хотите дойти, делайте до тех пор, пока у вас не будет результата. Бывает в жизни так, жизнь сплошные взлеты и падения. Вы делаете, опустились руки, но вы все равно продолжаете делать. В прошлую пятницу у меня был эфир по поводу слова-пароли. Это мощная поддержка и работа с нашим подсознанием. Оно очень работает правильно и все точно. Главное уметь ну, вовремя принимать и запустить эту всю работу для автоматизма. Я, например, в своей жизни, ну, вообще
практикую на все случаи жизни эти слова, пароли, и у меня уже на автоматизме. Если, например, я ставлю себе цель там снизить вес, я, кстати, вот уже вижу, что у меня какие-то подвижки такие пошли по поводу веса. Если, например, я нахожусь на кухне или что-то связано с едой, или я в магазин, то я произношу кодовые слова, которые помогают мне снижать вес. Если, например, я занимаюсь творческой работой, готовлю для вас полезную информацию, мне нужны творческие идеи, мне нужно что-то такое интересное, соответственно, я направляю свои кодовые слова для гениальных идей, чтобы вам было интересно. Если, например, у меня плохое самочувствие, то я направляю свои кодовые слова для сохранения здоровья. У нас пандемия, чтобы быть здоровыми, я, например, также профилактические эти слова. И в зависимости у меня мозг работает на автомате. Скажем так, если я попала в речку, я плыву. Если я стою на рельсах, я там еду на поезде. То есть в зависимости от какой жизненной ситуации у меня мозг сам включается, и я произношу эти слова. Если, например, я на прогулке, то я могу любые проговорить все слова. Но они, конечно, очень мощно работают. И второй очень важный момент – это соблюдайте закон веры. Неважно, что вы делаете. Главное, чтобы была у вас внутренняя вера, что у вас получится. Вы помните о том, что результата сразу не бывает. Бывает даже, когда вы начинаете делать, у вас получается очень даже плохо. Еще хуже стало, вы работаете над тем, чтобы у вас деньги появились, а у вас сломался пылесос, там поломалась машина, вы порвали туфли, и, короче, у вас одни расходы, а денег нету. Это нормально. Но потом у вас может быть и полностью большое изобилие. Поэтому, несмотря на все неудачи, вы продолжаете двигаться и верьте, что любая цель будет достигнута. Вера. И бывает еще, ну, немножко такая обманчивая вера, когда вы ну, как бы внушаете себе: "Я верю в это", а внутренне вы сомневаетесь, и вас червячок такой маленький точит, что это не получится у меня. Но мозг вас говорит, что я верю в это, а внутренне вы не верите. Так вот, должна быть именно внутренняя вера, что у вас это получится, что эта техника сработает, и все у вас будет хорошо. Очень важно концентрироваться на внутренней вере. Ну и, соответственно, если вы идете к цели, продумывать план. Вы прописали, и вот эти вот шаги, которые идут там к цели, вы прописываете, что вы там должны обучиться, пополнить там свои знания, либо встретиться с какими-то успешными людьми, замутить свой бизнес, либо там все вот эти вот, то есть делать какие-то дела. Ну и, соответственно, делать эти шаги согласно этого плана. Также соблюдайте закон контроля расходов. Нужно вести ежемесячно свои доходы и расходы. И ни в коем случае не нужно делать так, чтобы ваши расходы превышали доходы. То есть вы зарабатываете $100, а тратите в месяц 200. Такого не должно быть. И ежемесячно с ежемесячного дохода отлаживайте себе 10% от всех доходов. Что у вас получается? Эта сумма должна быть неприкосновенная. И также соблюдайте закон благодарности. Вы приучите себя каждое утро благодарить Вселенную за то, что у вас есть. Перечисляйте здоровье, за то, что вы хорошо выглядите, за то, что у вас есть работа, деньги, семья, что у вас все хорошо. И благодарите за то, чего у вас нету, но вам хочется. Благодарите за то, что, например, вы живете на берегу океана, вы много путешествуете, у вас полная финансовая свобода, что у вас свой бизнес. Благодарю за то, что у меня свой собственный дом. Я благодарю за то, что я много путешествую.
Пусть это в ваших мечтах, но вы Вселенную благодарите уже за то, что вы хотите, как будто, что это у вас уже есть. И тогда Вселенная начнет вам еще больше помогать. Напишите в комментариях, кто так делает, кто использует слова благодарности за то, что имеете. Напишите мне. Никто, наверное, не использует. Тогда мы перейдем к следующему вопросу. Я хочу с вами поделиться техникой 100 желаний. Суть этой техники заключается в том, что вы должны выделить себе время и написать 100 желаний. Желательно так, чтобы вы отвели время и писали себе это без отрыва. Пишите вплоть до маленьких мелочей, что вы хотите там бизнес, автомобиль, шоколадку, платьице, носочки, неважно что. Пишите все, что приходит вам на ум. Потом из этих целей, из 100, обязательно 100, выберите 10 актуальных или приоритетных, то есть те цели, которые бы вы хотели осуществить в этой жизни самыми первыми. И вообще рекомендую для вот проведения этой техники заведите, например, себе какой-то блокнотик. Обычно какие-то желания, цели пишут в красивых блокнотиках. Вы, например, пишете число, что сегодня вы там записываете свои цели, какое число, и начинаете писать. Пишите все, что приходит на ум. Даже если у вас получится больше 100, ничего страшного. Потом, например, берете зеленую ручку и обводите кружочком те цели, которые вы, приоритетные, которые вы хотите осуществить в свое, в первое время, в ближайший период. Из этих 10 выберите 5. Потому что с 10 вам будет работать некомфортно. И также, начните с ними работать. То есть, если у вас, например, эти 5 целей, пропишите для них план, определите период и все. И что вам нужно дальше делать с этими целями? Вы, например, написали в блокнотике. Периодически вы эти цели прочитываете. Плюс выполняйте определенные действия, чтобы двигаться к этим целям. И будет получаться так, что тот список целей, периодически он будет уже выполняться. Вы просто читайте и зачеркивайте их, и ставьте дату, например, какого числа эта уже цель исполнилась. Потом вы сможете по этому списку отследить, в течение какого времени ваши цели уже реализовались. Также я еще вам рекомендую выполнить такое упражнение декларации. Скажем так, это такое хитрое упражнение, которое вам позволяет двигаться вперед и не сдуться. Например, вы выбираете какую-то... Да, отлично, Наталья. Здесь еще вот это тоже упражнение, очень, вот декларация тоже очень интересное упражнение. И я рекомендую, как ее выполнять. Например, вы поставили для себя, определили для себя цель. У вас есть желание, вы хотите что-то достигнуть. И вы прописываете такую декларацию. Принимаете решение, что бы ни случилось, то вы дойдете до этой цели. И вам нужно, как говорят, сжечь лодочку в кустах. То есть вы отрубаете все пути отступления назад. Для этой упражнения вам понадобится человек один. Вы ему говорите, такой близкий человек, или, может, даже соседа, и вы говорите, вот я решила, добиться определенной цели,
И я вот даю себе обещание, что я выполню. Ну, вот, например, поставьте срок, там, через год, через полгода. Но для того, чтобы выполнить, я должна сделать определенные шаги. Ну, то есть вы можете не делиться этим планом. Вы как бы поставите. Вы, во-первых, составляете, так сказать, декларации. Во-первых, прописываете для себя план, что вы будете делать, ну, какие шаги. И если вы, и желательно это все, например, писать. Вы даете обещание, что я выполню это, я буду делать там то-то, то-то, чтобы прийти к этой цели. То есть в данной декларации вы прописываете себе две точки. Точку А и точку Б, что вы стоите здесь, и вы придете к точке Б. Но чтобы прийти вот этот вот отрезок, вы должны выполнить определенные шаги. Вы даете себе обещание. Я это сделаю. И сжигаете лодочку в кустах. И говорите соседу или подруге. Я это сделаю. Я обещаю, но если я не сделаю, я тебе отдам $100 или $300. Люди успешные, они составляют эту декларацию и обещают, ну, отдать там знакомому или даже постороннему человеку. Они говорят, вот, например, какого-то знакомого говорят, вот я прописываю декларацию. Декларация – это суть в том, что вы даете обещание себе и чем-то жертвуете. В данной ситуации суммой денег. Можете 10 там, долларов, 20, но чем больше сумма, она будет вас мотивировать к тому, чтобы дойти до цели. И богатые люди говорят, что я вот хочу там достигнуть определенной цели, и я ставлю, например, если у меня не получится, если я сольюсь, не дойду, я отдам любому человеку на улице $1000. Ну и как бы он с кем-то озвучил этот разговор. И, соответственно, ну, правильно, если у вас денег немерено, то что-то для вас 1000. Вот на данной ситуации готовы ли вы постороннему человеку, скажем так, просто отдать $100 по той причине, что у вас не получилось дойти до цели? Нет, конечно. Поэтому люди, у которых много денег, они также озвучивают ту сумму, которую им будет некомфортно отдавать. Соответственно, ни один человек не хочет расставаться со своей суммой. И вот именно эта декларация, это обещание себе, что ты выполнишь. Либо ты выполнишь, либо отдай деньги. Ты даешь себе обещание, ты держишь слово. И очень важно держать это слово. И, как правило, вот это вот именно обещание и эта сумма денег, которую, ну, вам придется отдать, мотивирует вас двигаться вперед. Вот вы пришли, и у вас нету сил двигаться. И тут у вас в мозгу кнопочка, что если вы не будете делать сегодня определенные шаги, то вы не уложитесь в срок, вы не выполните цель, не придете к ней в точку Б, и, соответственно, вы должны проститься с этой суммой. И это очень мощный мотиватор. Есть еще и второй вариант этой декларации. Ну, если, конечно, вы такой честный человек, вы можете, конечно, дать обещание самому себе, что я буду делать, я обещаю себе, что я буду добиваться этой цели и каждый день буду делать шаги. Если вы такой человек, ну, как сказать, обязательный, и вы можете даже таким образом обойтись и дать себе обещание, что вы будете делать, не пропустите ни одного дня. Вот бывает так, что мне тоже ничего не хочется делать, либо там апатия, либо что, но тем не менее я не могу себе позволить это сделать. Даже вот у меня сегодня ситуация, мне почему-то катастрофически я не хотела проводить этот эфир, но у меня не было сил. Но у меня здесь такая возникла проблема. Чтобы запустить этот эфир, мне, конечно, нужны зрители. Я запустила анонс моего прямого эфира в социальной сети, в Инстаграме, в ВКонтакте, в Фейсбуке, на Ютубе. Я оповестила всех людей, что я вас приглашаю на прямой эфир, а у меня нету сил к вам сегодня выйти. И я представляю ситуацию, думаю, ну как так?
Я же обещала людям, представьте, человек пришел, просмотрел мой анонс, ждет меня в эфире, а я не вышла, потому что я просто, ну, мне не было сил. Вот это своего рода тоже декларация, что бы ни случилось, а я сегодня с вами. Поэтому вы должны давать себе обещания. Если я решила для своих зрителей по пятницам в 20:00 всегда выходить эфир, то неважно, что там гром и молния, но я всегда с вами. Пусть даже на 5 минут, но я выйду. Но у меня немножко по поводу сегодняшнего другие виды. Так, еще есть, может быть, у нас какие-то попутные вопросы, может быть, дополнительные вопросы? Пишите, я буду отвечать. Напишите мне вообще в чате, кто поставит после просмотра этого прямого эфира, кто подпишется на мой канал и поставит лайк. Напишите в комментариях, в чате. Напишите, кто мне поддержит мой канал. Ну, я думаю, с декларацией мы с вами сегодня разобрались. И тогда перейдем к вопросу, который техника «Мой идеальный день богатой и успешной жизни». Суть этой техники заключается в том, что, например, вы должны также сосредоточиться. Мы сегодня как с вами писарчуки. И выделить этому тоже, этой технике время, сколько там отведете. Вы должны представить свой лучший день в жизни через 10 лет. Для начала эта техника выполняется так. Вы должны сесть там, успокоиться, сделать, например, несколько дыхательных упражнений, которые приведут в тонус ваши мысли, и сконцентрироваться на своей жизни. Как вы живете? Все ли вас устраивает? Если вас не устраивает, то как бы вы хотели жить? Дайте волю своей фантазии. Писать можно все, что угодно. И просто вот вы задайте себе вопрос, как бы я хотела жить через 10 лет. Вы пишете все, что вам приходит на ум. Возможно, вы хотите в будущем иметь себе собачку или там дом. Пишите. Если вы хотите иметь дом, то распишите там, какой дом. И периодически вы себе задавайте вопрос, что я чувствую. Вы можете писать, кому-то понадобится час времени, кому-то 2, а кому-то 5, неважно, смотря у кого какой, день. Вы можете как бы писать это как сочинение, ну, на вольную тему, неважно, как вы это будете повествовать. Возможно, у кого-то получится этот идеальный день на 1 листочек, у кого-то на 5, у кого-то на 10, неважно. Но еще очень важный момент, что в сутках вообще 24 часа. И нельзя в эти 24 часа впихнуть 36. Как правило, некоторые люди, которые выполняют эту технику, пишут, что это нельзя даже и в неделю вписать. Они пытаются вписать в 1 день. То есть свое повествование вы можете написать таким образом, что вот, например, прошло 10 лет, вы просыпаетесь. Просто задайте себе вопрос на тот момент, в какой стране вы живете, в каком городе вы живете, с кем вы живете, семья у вас есть, муж, дети, какая вы в доме, в квартире, там на каком этаже, какая у вас мебель, какой у вас бизнес, какая у вас финансовое там положение.
Также прописывайте, например, у меня там подъем в 6 утра, что вы делаете? Возможно, вы там занимаетесь спортом, может быть, вы плаваете в своем личном бассейне, может быть, у вас вилла, яхты, там всякие такие дела. Что вы кушаете на завтрак? Омлет, либо там бутерброды, либо салат какой-то из натуральных продуктов. И, может быть, у вас есть прислуга, либо там садовник. То есть все прописывайте, что вот как у вас начинается утро. Ну, желательно можно прописать свой будний день. То есть, ну, вы же, раз вы такой богатый и успешный, то вы же где-то эти деньги берете, и желательно, что прописывать свой будний день, что вы, например, проснулись. Как правило, успешные и богатые люди, они занимаются спортом, они заботятся о своем здоровье, они читают. Как правило, они в день уделяют чтение книг. Если вы занимаетесь там как бы личностным ростом, вы можете написать, что вы там утром или вечером или в какой там период времени читаете книги, там, например, 10 минут. Ну, вы же не будете сидеть полдня читать. Обычно достаточно хотя бы минут 20-40 в день читать каждый день книгу. Ну, соответственно, таким образом в месяц вы можете прочитать 2-3. Лучше каждый день по 20 минут, чем сегодня 2 часа, завтра ни одного, через неделю вы вообще забросили эту книгу. Поэтому целесообразно писать читать по 20 минут, 20-40 минут. Вот. И вплоть до того, что, например, если у вас, ну, понятное дело, что если вы богатый и успешный, то у вас подразумевается какой-то бизнес. Даже желательно писать, что вы имеете свой бизнес, какой вы хотите иметь бизнес. Возможно, вы на работу едете, у вас, наверное, есть водитель, какого цвета у вас автомобиль. Сосредоточьтесь на том своем описании, как вы собираетесь, какая у вас прическа, какая у вас одежда, какие у вас лабутены, какая у вас сумочка с кожей сумочка с крокодилей кожей, ну или всякие такие моменты, какой у вас цвет волос, там парфюм, все это прописывайте до мелочей. Как у вас там на работе, какой офис, все, где вы обедаете, где вы ужинаете, как вы, ну, вообще проводите день. То есть как реальному человеку. Вот, например, как вы обычный среднестатистический человек, вы же встали, выполнили какие-то домашние дела, пошли поработали, пришли, сходили там в магазин, позанимались с детьми, сделали уроки, легли спать. Все. Вот как у обычного человека, так и у богатого, только у него немножко другой распорядок дня, потому что они еще уделяют время и физическим нагрузкам, и переговорам, и личностному росту, и вебинарам, и зрителям, и всем. Поэтому нужно задействовать все сферы жизни. Когда вы это пропишете, что вам нужно сделать? Вам обязательно, ну, как я уже сказала, когда вы будете прописывать этот идеальный день, во-первых, запишите дату и, ну, буквально сохраните это и прочитывайте каждый день. Во-первых, когда вы будете прочитывать, это вас будет мотивировать. Вы будете концентрировать внимание на той жизни, о которой вы мечтаете. Вы будете сравнивать свою будущую жизнь с той, которая у вас сейчас есть, и вам будет некомфортно, потому что вы будете стремиться к той жизни. Соответственно, вы будете видеть, что вы стоите здесь, а вам нужно прийти сюда. И вам нужно что-то для этого сделать. И вы будете выполнять эти шаги. Возможно, вы даже выполните упражнение, декларацию, даже решите пожертвовать себе, вернее, соседу или кому-то свои деньги, но вы придете к этой цели. И, соответственно, когда вы будете делать каждый день маленькие шаги, у вас будет движение и рост. И вы в этой тетрадке или блокнотике, где вы запишете, делайте какие-то пометки, что, ну, вот, например, вы уже видите, что какие-то шаги, действия привели вас к цели. Соответственно, вы обратите внимание, что те действия, они дают вам результат. Возможно, их нужно увеличить. Ну, сконцентрируйте на этом свой фокус и продолжайте их делать больше.
Когда вы будете видеть вот такие подвижки, это уже будет у вас также мотивация и будет формировать вашу внутреннюю веру, и вы будете понимать, что действительно вы придете к этой цели. И эта техника, которая называется «Мой идеальный день богатой и успешной жизни», она будет программировать вас на будущее. Вашему мозгу, подсознанию будет даваться определенная установка на вашу богатую и успешную жизнь. Вот еще мне в чате, вернее, писали в комментариях вопрос, как замотивировать себя на достижение цели. Каким образом? Ну, для того, чтобы получить мотивацию, вы должны определиться, чего вы хотите. Какой жизни вы хотите? И если вы будете четко понимать, что вы сели в автобус и вы знаете, куда вам ехать, тогда у вас будет мотивация двигаться к вашим целям. А если вы просто по жизни плывете и не знаете, куда вам ехать, зачем вам ехать, и к вам просто когда нету цели, человеку не к чему стремиться, соответственно, у него и нету результата. Вот. А еще я хотела вам дополнить и, так сказать, сделать такой небольшой лайфхак по поводу вот этих вот денежных целей. Еще чтобы у вас был успех гораздо быстрее, вам нужно обязательно изменить круг общения. И если вы стремитесь к богатству, тогда общайтесь с теми людьми, которые успешные, которые так же, как и вы, стремятся, не сидят тупо, не смотрят телевизор, а развиваются, смотрят вебинары, мои эфиры и понимают, о чем идет речь. Напишите в чате, кто со мной на одной волне. И также, чтобы двигаться стремительно к своим целям, найдите себе наставника. Наставник – это тот человек, который будет вас вести кратчайшей дорогой к вашим целям. Бывают такие люди, которые говорят: мне не надо покупать какие-то курсы, тренинги, я буду искать в интернете. В результате я найду такого наставника, я куплю у него те знания и приду к цели за год. А тот, который будет у Гугла спрашивать, ну, придет к цели через 10 лет. Для меня ценно время, я всегда иду кратчайшим путем. И на это тоже стоит обращать внимание. И очень важно, чтобы быть успешным и финансово независимым, вам обязательно нужно иметь свой собственный бизнес. Ну, уже это гораздо лучше, чем работать на кого-то. Лучше работать на себя и иметь свою команду, которая будет работать на вас. Поэтому уже сейчас определите, в каком направлении, в какой бы нише вы хотели бы иметь свой бизнес. Ну и также обязательно изучайте законы денег и финансовую грамотность, потому что очень важно знать, есть различные приметы, ритуалы, вот даже элементарно того, что мы должны ежемесячно отлаживать 10% от своего ежемесячного дохода. Ну и есть куча всяких нюансов, которые помогают приумножать свой капитал. Это называется финансовая грамотность. Люди не стремятся к этому, поэтому у них всегда в кошельке пусто. Вот. Ну, в принципе, я сегодня осветила все вопросы, которые я хотела бы с вами поделиться. И хотела бы еще немножко на шаг приблизить вас с помощью своих знаний к вашим целям, к вашим финансам. И хотела бы вам задать такой вот вопрос.
Ну, поскольку вы меня смотрите, вы интересуетесь, законами изобилия, финансовой грамотностью, и, соответственно, я уверена, что в будущем вы все-таки будете миллионерами, поэтому я знаю, что у меня на канале, очень амбициозные подписчики, и я у вас прошу прямо: будущие миллионеры, напишите в чате или позже в комментариях, какая ежемесячная сумма вас бы устроила, чтобы вы почувствовали себя финансово свободным. Есть у нас такие желающие, которые напишут или постесняются? У меня какие-то зрители в последнее время очень стеснительные. Ну, в принципе, тогда на сегодня у меня все. Я была очень рада быть вам полезной и уверена, что эта денежная информация будет для вас актуальна. И я вас призываю к тому, что поделитесь этой денежной информацией с теми людьми, которым вы желаете изобилия, богатства и процветания. И обязательно поддержите мой канал лайком и подпишитесь. Я думаю, что вам это будет сделать несложно, а мне будет приятно. Всем пока. На связи была Елена Макаренко. Наталья, до свидания. До новых встреч в следующую пятницу.